Ребята, привет! Как попасть в цвет, который был сделан в прошлый раз? Конечно, это простейшая задача колориста, но давайте разберем случаи, когда возникает такая потребность. Первая простейшая ситуация. Ваш клиент получил цвет от вас и пришел к вам снова. Вполне возможно, что у вас записана рецептура предыдущего окрашивания, и вы готовы повторить ее снова. И тут возникает первый вопрос. А в этот визит база, которую нужно покрасить, такая же, как была в прошлый раз? Да, она будет на 99% такая же, как и в прошлый раз, если это ваш постоянный клиент, и вы красили его одним и тем же рецептом много-много раз. Тогда вы повторяете рецептуру снова и снова. А если это всего лишь вторая ваша встреча, то вы сможете повторить рецепт предыдущего окрашивания только в том случае, если вы не изменяли цвет волос вашего клиента в первую вашу встречу, а подобрали рецепт продолжения окрашивания после работы другого мастера. Очень важно понимать при первичном общении с клиентом, что он хочет. И здесь может быть два варианта. Первый – продолжить окрашивание в тот же цвет, или второе – изменить цвет волос клиента. В первом случае вам важно оценить остатки цвета. Ведь пока отросли корни, цвет и вымылся, и выгорел. Поэтому с клиентом нужно разговаривать очень досконально и выяснить, какой был цвет и нравился ли он клиенту. Именно от этой части диагностики перед окрашиванием зависит эмоциональное состояние клиента после окрашивания. И от понимания вами этого вопроса зависит оценка клиента, хороший вы колорист или нет. Если ваш клиент консерватор, то он не любит изменения. Изменения его раздражают. Присмотритесь к его вещам. Любимая потертая сумочка, старый кошелек, который наполнен разными мелочами, фотографии внуков, детей, может быть, молодая фотография пожилого мужа. Это все говорит о том, что человек консервативен, и он не любит изменения. Такой клиент любит получать цвет волос, как в прошлый раз. А если в прошлый раз был другой мастер, то вам придется стать им и разгадать рецептуру предыдущего окрашивания. Спросите у клиента, есть ли у него записанный рецепт окрашивания. Очень часто мастера перед расставанием со своими постоянными клиентами пишут им готовую рецептуру окрашивания. Даже если вы работаете на другом бренде, вы все равно сможете понять, какой был уровень глубины тона и какое было цветовое направление. Или есть какое-то предпочтение по проценту окислителя. И вот тогда, получив нужный цвет, вы сможете повторять и повторять одну и ту же рецептуру. И ваш консервативный клиент будет доволен снова и снова. Решив чужую колористическую задачу своим способом на красителях своего бренда, вы облегчаете свою последующую работу с этим клиентом. А что бывает, если у вас есть дикое желание переделать цвет за предыдущим мастером? Давайте поговорим в следующем видео. А пока переходите на сайт salonlondon.ru и решайте вместе со мной колористические задачи на все виды окрашивания.